Сегодня 16 февраля 2025 года, и всем привет из Одессы. У нас сегодня солнечная погода. Знаете, погода, если коротко описать, мороз и солнце, день чудесный. Хоть и на улице прохладно, все равно сегодня повыходили люди для того, чтобы что-то продать. Такой здесь базарчик есть, потому что жизнь сейчас тяжелая, и каждый крутится как может. Холодно, не холодно, люди выходят для того, чтобы работать и заработать какую-то денежку. Удобно так идти по улице. И вот люди продают и картошку, и морковку. Кстати, несмотря на то, что мороз, ну сейчас -1 где-то, все равно все продукты продаются красивые и совсем ничего не померзло. Все очень даже свеженькое. Хорошо выглядит. Цен нету, поэтому бежим дальше. Сейчас нужно быть осторожным, особенности пожилым людям, потому что есть места, несмотря на то, что посыпали у нас вчера тротуары немного песком, все равно есть места, на которых можно поскользнуться и упасть. У нас сегодня относительно спокойный день. Ночью была воздушная тревога, рано утром была воздушная тревога. Сегодня снова днем была воздушная тревога, но, к счастью, все обошлось. Был только разведдрон. Он, конечно, предвестник не самых приятных новостей, но будем надеяться, что все будет в порядке. Многие сейчас, может, и узнают, куда я иду. Такой один из самых популярных рынков Одессы. В одно время, когда делала ремонты, очень часто сюда приезжала и покупала необходимые вещи. Кто жил или живет в Одессе, сразу узнает, что это за рынок. У нас он называется Малина. Между собой это Малиновский рынок. Не знаю, его сейчас переименовали в Хаджибейский рынок или нет, но так он назывался. А здесь вот сразу можно увидеть, что все продается здесь для дома, для ремонта. Вот так. Это ламинаты, линолеум, ламинат здесь продается. Уже еще линолеум есть и в каких огромных рулонах. Вижу, рынок живет, все работают. Плиточки здесь. О, как раз лопаты, чтобы убирать снег. И веники сейчас очень даже актуально. Рынок полностью работает, очень много открытых здесь магазинов сейчас. Сантехника, вот видите, здесь позаботились о покупателях и все посыпали песочком. Пес здесь такой серьезный лежит. Так, это отдел сантехники. Это не самое интересное. Уже я помню, если ты делаешь ремонт, то обязательно нужно ехать на Малину, потому что здесь можно было найти все. Еще не было такого огромного количества магазинов по всему городу. Ни с мебелью, ни с плиткой, ни с сантехникой. И все покупали все на Малине. Вот. Ну и как, не могли мы не встретить котика. Котик, куда ты бежишь? Такой красивый. А вот второй. Посмотрите, какой милый. Ты плачешь. Ну, по твоим щечкам не видно, что ты голодный. Я думаю, тебя здесь не обижают. Вот плиточки. Ну, весь рынок я вам показывать не буду, потому что это будет очень и очень долго. Здесь и техника, и сантехника. Я пришла немножко поздно. Вижу, здесь потихоньку все начинают закрываться. Так, скользко. Главное не упасть. Видите, бойлеры здесь. Здесь. Так. Сантехника. Краны. Вся вот эта история. Так приятно. Я обожаю ходить по таким магазинам. Все время есть ощущение, что ты делаешь ремонт и тебе нужно что-то выбрать. Вот. Ванна есть. Кола. Что-то я когда-то кола покупала. Но уже не помню. Спасибо большое. Спасибо. Вот душевые кабинки.
Ну, такие дела. Так что, если вы в Одессе делаете ремонт, можете смело сюда приезжать, потому что рынок работает. Вообще, как и раньше работал. Вижу, все открыто. Ой, такое солнце, что вообще ничего не видно. Класс, по-настоящему весеннее. Вы знаете, несмотря на войну, в Одессе все равно огромное количество людей, которые делают ремонты, которые покупают квартиры, не обращают внимания на войну, не откладывают свою жизнь на потом. Поэтому эти все товары до сих пор пользуются популярностью. Не так, как раньше, конечно, но все равно люди приезжают и покупают все необходимое. Здесь проходишь, даже пахнет ремонтом. Вот двери. Можно и входные, и межкомнатные купить. В принципе, по нашим видео видно, что война войной, но все равно, как я часто говорю, жизнь продолжается. Вот видите, это как раз крайний ряд, и здесь побольше людей. Матрацы различные. А это все долго цены искать, долго показывать. Просто вам покажу, что как бы ассортимент есть. Здесь уже мебель, шкафчики. О, еще гладильные доски, совки. Короче, все для дома, вижу, есть. Сушки для белья. Ой, так скользко. Хорошо, что здесь посыпали, потому что реально можно упасть. Видимо, вода стекала. Вот посмотрите, какие сосульки везде. Посмотрите. Реально зима пришла в Одессу. Впервые в этом году вижу сосульки. Один раз только после того, как приехали в Одессу, была здесь. Тоже нужно было купить по мелочи что-то. И сюда забегала. Занавески, шторы, коврики. Есть люди, знаете, много людей. Вот освещение, тоже люстры, светильники. Кто раньше приезжал на Малину, должен помнить, что здесь все время бегали за всеми парковщики. И вы знаете, нету ни одного парковщика. Куда-то они все-таки делись. Раньше я не успел запарковать машину, они уже прибегали и требовали оплату. Сейчас, вижу, такого нету. Ну, это, конечно, хорошо. Наверное, здесь где-то установлены паркоматы. Не знаю, не видела, но не думаю, что парковка здесь сейчас бесплатная. Вчера произошло страшное событие в Одесской области. Молодые парни, ребята, ну, дети даже, можно сказать, подростки, пошли по очень тонкому льду и, к сожалению, провалились в водоем. Они кричали, люди вызвали спасателей, но, к сожалению, ребят не удалось спасти. А потом повторилась похожая история, только уже в городе, в Парке Победы, в котором мы недавно с вами были. Ребенок просто залез на тонкий лед и провалился. Знаете, вот озеро есть в Парке Победы искусственное. Вот именно туда он залез, провалился, и нашелся смелый парень. Я считаю, что такие люди — это настоящие герои, который за ним пошел его спасать аккуратно, но все равно тоже провалился, и уже вместе их спасали спасатели. Но, по крайней мере, ребенок хотя бы не утонул. Поэтому будьте осторожными, учите своих детей, объясняйте им, чтобы они не совершали такие поступки, потому что это цена жизни. Ребята ослушались, и все втроем погибли. У нас с 15 февраля по 30 апреля ввели запрет на вылов камбалы глосы, и еще ввели запрет на вылов раков. Этих раков я снимала до запрета, поэтому не переживайте. Это видео просто вставлено из старых.
Щуку до 31 марта, камбалу, глоссу до 30 апреля, до 30 июня запрещен в некоторых из лиманов и рек вылов раков, потому что они сейчас вынашивают икру, и тем самым, вылавливая их и употребляя, мы их просто уничтожаем. И представляете, за одного незаконно выловленного рака штраф 3500 гривен. И плюс еще может быть и административная и уголовная ответственность. Штрафы за вылов рыбы действительно в Одесской области огромные. И я помню, там до миллионов просто доходило, когда люди много рыбы наловят. Поэтому не стоит, наверное, рисковать, лучше переждать, а потом уже ловить и употреблять в пищу вкусную рыбу и вкусных раков. Сейчас прохожу одно из агентств недвижимости, как раз можно посмотреть, почем сейчас, какие актуальные цены примерно на квартиры. Вижу новострой, пространство, это новый дом, однокомнатная квартира 54 600. Не знаю, сколько метров, не написано. Вот новый дом, тоже однокомнатная квартира 41 200. Так, что здесь? Вот еще из новых домов, кстати, это возле моря, прям рядом с морем. Однокомнатная квартира, Фонтанская дорога, так, 56 тысяч. Так, ага, вот тоже однокомнатная квартира в Жемчужине, 72 тысячи. Цены выросли за последнее время в Одессе. Вот в Хрущевке вижу, квартира однокомнатная, примерно 25 тысяч. Ну, здесь нету метража, поэтому непонятно. Но, скорее всего, что это не очень большие квартиры. Жаль, нет фотографий. Совсем недавно размышляла о том, что многие, которые уехали с начала войны, из моих знакомых, пока что-то не планируют возвращаться, потому что уже очень многое их связывает с теми странами, в которые они уехали. И вчера в новостях тоже появилась информация аналитиков, которые говорят, что 70% людей, которые уехали в начале войны из Украины, уже не вернутся. А вернутся только те, которые не смогли устроить свою жизнь, не выучили язык, не нашли нормальную достойную работу, те вернутся. Все остальные планируют остаться. Не знаю, проводились ли какие-то соцопросы, наверное, это все покажет только время. Но, к сожалению, пока тенденция такова, что пока продолжается война, то большинство из тех, кто уехал, 100% остается за границей. Хоть мы, когда возвращались домой, мы на самом деле думали, что в Одессе гораздо меньше людей, но за счет того, что много переселенцев из других регионов и городов Украины, за счет того, что все-таки многие, кто хотел вернуться, уже вернулись домой, в Одессе реально много людей, в Одессе по утрам пробки из машин, и вот даже выходной день, холодно на улице, все равно на базарах много людей, на улице много людей. В принципе, город продолжает жить.